Всем привет, зрители моего канала, подписчики и случайные прохожие. Как я говорю, это хроника одного аквариума. И что у нас получается? В этот момент возникла у меня небольшая проблема, о которой я расскажу чуть позже. Обслуживание аквариума этого состояло в том, что я ежедневно делал подмены воды по 10 литров. Также вносил удобрения: калий, нитраты и фосфаты. Как видно, здесь растения выглядят хорошо. Так, посмотрим все. Такое растение, как Монте-Карло, пошло в рост после такого обслуживания. Также следующее растение, Бликса японская, выглядит просто замечательно. Также капризное мое растение Титерантера астралистая тоже выглядит хорошо. Также посмотрим растение Лигнофила ароматика, выглядит просто замечательно. Ротала макрандра, хорошее состояние. Ротала зеленая, отличное состояние. Людвигия рубин, она там в тенечек залезла как-то, но состояние очень хорошее. И также папоротники все. И также те же папоротники, которые не папоротники, но на самом деле папоротники. И в чем проблема, вы скажете, зададите вопрос, и будете правы. Растет у тебя все хорошо, и делай так же, продолжай, коли аквариуму нравится. А так как вам известно, что я пенсионер, то, глянув платежные ведомости за квартиру, то есть за коммунальные услуги, я понял и пришел к гениальному решению. Экономика должна быть экономной. И, наконец, огромное значение имеет инициатива на местах. Что экономика должна быть экономной. То есть, просто говоря, придется экономить, грубо говоря, на воде. Что, зарплат прибавили? Да нет, просто рациональное, строго регламентированное ведение домашнего хозяйства позволяет находить дополнительные ресурсы для повышения благосостояния каждой отдельной семьи. Нужно только каждый день себе в чем-то отказывать. Каждый день в чем-нибудь. Ну ты даешь. Потому что при том обслуживании воды сильно много уходило, я уж не буду считать, можете сами посчитать. В день у меня уходило 30 литров воды, холодной. И решил я в таком порядке делать обслуживание аквариума. Можно за неделю менять 30 литров воды в 200-литровом аквариуме и 15 литров воды в 100-литровом аквариуме. Это я так решил для себя. Можно это делать за неделю, для меня это не проблема. Я решил делать подмены воды понедельник, среда, пятница. Конкретно говорим про 100-литровый аквариум. В итоге у меня за неделю будет подмена 15 литров воды. Общий объем чистой воды 80 литров. Смысл большого объема воды, как я и говорил раньше, это для того, чтобы сильно не заморачиваться с тестами. А если вы внесли лишние какие-то удобрения, то в конце недели вы просто подмениваете воду, убираете излишки удобрений и опять начинаете вносить. Думаю, смысл этого действия вам понятен. Опять же, и 5 литров воды слить с этого аквариума, 5 литров воды залить, проблем у меня больших не возникает. Заодно и смысл тот, что при подмене воды этих я удобрения заливаю в 5-литровую баклажку, они более равномерно растворяются, и внесение в аквариум происходит не точечно, где удобрение в одну точку вплеснуло, и потом они постепенно растворяются, а именно большим объемом 5-литровым влил, и равномерное более распределение удобрений. У меня есть тетрадка, в которую я регулярно вношу, какие изменения делаю за тот или иной период. Я посмотрел за последние 2 месяца. Также я, как вносил удобрения, также и делал замеры на нитраты, на фосфаты. Все, посмотрев эти дозировки, я, конечно, их пересчитал, с учетом того, что у меня калий будет накапливаться. Также мое удобрение, которое я делаю на мячной селитре, у нее есть одна особенность. При этом удобрении начинаются накапливаться нитраты.
То есть и здесь надо просчитать все возможные нюансы, как говорится. Откуда я знаю, что у меня накапливаются нитраты? Я в течение 2 месяцев делал тесты. И заметил именно эту особенность. Особенность в том, что растения у меня в удобрении содержатся как аммоний, так и нитраты внутри. А растения, как я заметил, больше употребляют аммоний, а нитраты фактически они накапливались. То есть растение в течение 5 часов выедает весь аммоний, а нитрат остается. Конечно, может быть, он и тоже употребляется. Ну, в общем, я надеюсь, смысл вам понятен. Ну и вот такой будет у меня эксперимент. После того, как я это делал, большие подмены воды, вносил удобрения, не боялся, большое количество калия, нитраты и фосфаты. В общем, аквариум вы видите, какой получился. Ну, насчет... Ну, то есть такое обслуживание, как я делал до этого, ежедневные подмены воды 10 литров, внесение, в принципе, привели к неплохому результату. Ну, а теперь же мы посмотрим, как говорится, вы посмотрите, я посмотрю, как при таком обслуживании, как говорится, 3-разовом понедельник, среда, пятница, будет выглядеть аквариум. Также и удобрения будут носиться понедельник, среда, пятница при том количестве, которое я посчитал. И с учетом того посчитал, что они будут накапливаться. Ну, а чтобы, как говорится, убрать эти излишки удобрений, но не менять воду, в субботу-воскресенье я не буду вносить удобрения и не буду менять воду. Ну, то есть я надеюсь, опять же, это теория, только что за эти 2 дня, если и накопятся какие-то излишки удобрений, растения их просто скушают. Ну, надеюсь, я объяснил, как можно просто, в чем будет состоять обслуживание аквариума, какие я буду делать действия, и через месяц мы посмотрим и сравним, годно это обслуживание или правильно я посчитал внесение удобрений или неправильно. Как говорится, растение аквариум покажет. Ну и все, вроде как смог, объяснил. Ну и все, я пошел экономить воду и другие энергоресурсы. А вам удачи, добра, мира. Спасибо за просмотр и до встречи.